Всем привет! И сегодня я хочу вам рассказать про бэкэнд, а именно почему он стал слишком сложным и как вообще новичку стартануть, на что посмотреть. Для опытных ребят будет полезно освежить и посмотреть, где вы сделали какие-то ошибки, пробелы в ваших знаниях и как можно ускориться, если вы где-то застряли на каком-то этапе. Это вам поможет. Обязательно поставьте лайки, напишите комментарий и досмотрите ролик до конца, потому что алгоритмы не позволяют моему каналу никак развиваться, и я ничего не могу сделать, и поэтому прошу вас. Давайте начнем с того, как обычно люди подходят к выбору того или иного языка. Но у каждого языка есть своя особенность, своя вишенка. Поэтому Node.js для меня это клей, который позволяет склеивать все вокруг, но задачи разные, можно решать на разных языках. Давайте посмотрим, как это обычно выглядит. То есть обычно люди выбирают там JavaScript, PHP, мне часто пишут, спрашивают, может Python классный, может Ruby, может Java, может Swift. На чем писать? В целом я могу сказать, что бэкэнд можно писать на чем угодно, но просто для решения каких-то конкретных задач один язык подходит лучше, чем другой. Поэтому для бэкэнда, в целом надо размышлять, что вы язык-агностик, вам надо изучать другое. То есть язык не так важен. В целом нам очень важно понимать, какие есть, например, базы данных, как с ними работать. Баз данных очень много, не только MongoDB, Postgres и MySQL. Есть огромное множество, вам было бы неплохо в них погрузиться и узнать, зачем они нужны и что можно с помощью них делать. Также достаточно много всяких различных протоколов передачи данных. Их больше, чем просто HTTP, поэтому большинство людей почему-то про это не знает. И я говорю, что погружайтесь в протоколы, потому что это важно. А также есть еще сервисы, и вам могут быть необходимо изучить какую-то облачную инфраструктуру, чтобы куда-то заливать вашу программу. Иначе вы получитесь как сапожник без сапог. Да, вы можете сделать какую-то программу, но не можете ее никуда залить, потому что вы не знаете, как это сделать. Например, как вот с магазином газировки. Вы заходите, вроде бы все продают одно и то же, все языки вот примерно такие же, одинаковые для сервера. Так вот, вы заходите, у вас глаза разбегаются. Может это, может Пепси, может какой-нибудь Тархун, может Буратино вообще взять. Да? Все в целом одинаково, утоляет жажду, дает пузырики, дает какой-то сладкий волшебный вкус. Я предлагаю вам выбрать любой язык. Так как я преподаю Node.js, не буду его рекламировать, поэтому выбираем Ruby. Вот. Выбираем помимо языка какую-нибудь базу данных и один какой-то протокол, на котором мы будем круто уметь решать проблемы. Дальше погружаемся в какие-то сервисы, берем ограниченное количество сервисов для решения каких-то кейсовых проблем. Не все, нам все не нужно. Не нужно каждый год учить новый язык, новые сервисы, еще что-то. Вы учите какой-то набор инструментов для решения какой-то одной задачи. Вот, сфокусируйтесь. Это позволит хорошо стартануть. И научитесь это куда-то заливать в какое-то облачко. Вот, это то, с чего нужно начать. Так что, если ты новичок, подчеркни двумя черточками и едь дальше. Вот. Когда вы эту задачу решили, у вас возникает другая проблема. Окей, вы в целом выбрали язык, выбрали технологии, выбрали сервисы. Вот. А вопрос, а интересно ли вам этим всем заниматься? Готовы ли вы посвятить, там, скажем, следующие 3 года жизни, погружаясь в эту технологию для решения каких-то типовых задач, которые этой технологией обычно люди решают? Значит, вы будете тоже их решать, потому что на рынке будут вакансии, требующие от вас решения этих проблем. Если вам их не интересно решать, вы точно будете говорить, что программирование говно, работа говно, надоело заниматься банковским софтом, вот, потому что вы выбрали такие технологии. Вот. Для того, чтобы такой проблемы не происходило, я предлагаю окунуться в Awesome проекты. Ну, например, если вы выбрали Java, зашли, посмотрели, а что конкретно, какие есть готовые решения на Java и для чего. Вот. Самое главное здесь пробежаться по вашим технологиям и посмотреть, а что можно с помощью них решить. Ну, например, Awesome Rails. Окей, погнали. Что оно может мне дать? Какие есть готовые штуки? С чего я могу стартануть и куда я могу поехать? Вот. Вы потратили какое-то небольшое время, окунулись немножко вперед, чтобы посмотреть, а что вы будете дальше по своей карьере делать. И все. И это уже очень-очень-очень хорошо. Потому что без этого вы точно выберете язык, на котором, скорее всего, вы долго не уедете или разочаруетесь, или долго будете ходить и спрашивать, а на чем ты там разрабатываешь? На питоне? Тогда и я буду на питоне. Может, ты на Go? Тогда и я буду на Go. Ну, это голимый подход. Вот. Тогда ты точно будешь заниматься тем, что тебе не нравится. Я задумался, хорошо, я выбрал язык, я определился с какими-то сервисами,
Но кто лидер? Кто самый крутой, какой там технологии, язык, кто вообще задает тренды, откуда берутся тренды для решения каких проблем. Вот, кто лидер. И неожиданно, если подумать, то лидеров как таковых-то и нет на бэкэнде. То есть на фронтенде можно определить там Angular, React, там, Vue, а вот на бэкэнде нет. Потому что одного какого-то явного лидера, какого-то там компании-монстра нету. То есть если мы будем думать, что там Alibaba, Facebook или Apple задают тренды на бэке, то это абсолютно не так. Потому что есть какие-то инфраструктурные лидеры, да, мы их можем выделить. Например, Microsoft, Озон или Google. И сказать, да, эти ребята самые большие в этой среде, но и они тренды не задают. Вот. Прикол в том, что давайте вот так посмотрим на эту проблему. Какие у нас есть домены? Да, вот просто где мы можем работать, для кого мы можем делать какую-то пользу. Ну, например, если мы возьмем какие-то общие отрасли, это, скажем, финансовые услуги, телекоммуникации, какое-то здравоохранение, социальные коммуникации, игровая индустрия, то мы можем увидеть, что для этих ребят, вот топ-10, да, вот в этом популярных общих отраслей, которые вот широкие, да, вот они решают какую-то человеческую боль, проблему города, например, то мы увидим, что в среднем там языки, которые люди выбирают, это Java, .NET, Python или Ruby. И технологии, на которых все там разрабатывают, большинство, то есть доминирующее большинство, это будет .NET, Spring, Django, Ruby on Rails. Да, и вот, да, как кажется, вот мы выбрали отрасль, и там нету Node.js, и там нету PHP, например. Почему? Вопрос, какими задачами они сталкиваются, какие у них основные проблемы в этих отраслях, какие технологии уже хороши для решения именно этих проблем в этих отраслях. И может оказаться, что там уже что-то есть хорошее, так выучите только это, идите в эту отрасль, если она вам нравится. Если у вас там больше всего друзей, если ваши знакомые там работают, и вы знаете, что там интересно, конечно же, идите. Ну, давайте для примера возьмем еще какие-нибудь отрасли. Например, индустриальные сектора, например, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, производство, энергетика, какое-нибудь строительство и транспортная логистика. На чем там в основном люди разрабатывают? Неожиданно мы можем встретить такую технологию, как MATLAB. Вот, вау, там MATLAB к черту. Почему? Почему плюсы? А потому что датчики. Вот, там надо датчики, с датчиков брать какие-то данные, куда-то передавать, у них другие задачи. Да, они не делают социальные сети и фейсбуки. Они берут какие-то данные и куда-то их передают с датчиков, которые стоят там в тракторе. И это совсем другая история. Или давайте еще одну возьмем, чтобы было хорошо. Например, сфера услуг. Вот. Например, консалтинг, маркетинг, юридические услуги, медицина и развлечения, образовательные услуги, медицинские услуги. Вот. И мы неожиданно увидим, вау, приветики, JavaScript, Python, Django, Flask, Node.js, Express. А почему? А потому что сфера услуг самая бурно развивающая, самая высокая конкуренция. Технологии быстро меняются. Если ты медленный, ты вываливаешься. То есть почему? Потому что сфера услуг построена сверху над производством, там, например, картошки, вот уже сверху находится сфера услуг. И там самая высокая конкуренция. И мы можем говорить тоже про блокчейн или кибербезопасность, искусственный интеллект. И там мы увидим, что там популярны Python и R. И вот как бы мы выбрали только домен, и мы сразу увидели, что нам нужно в этом домене знать, чтобы быть молодцом. И это не все на земле, где можно запутаться, а это конкретные какие-то технологии. Нам достаточно просто выбирать по доменам, чем мы хотим заниматься. Хочешь финансы, топай учи Python, Java. Хочешь заниматься там нейронками, учи R, Python, PyTorch, TensorFlow и погнал. Хочешь блокчейном заниматься? Окей, Rust, Go и вперед. То есть тебе надо понять, что ты будешь делать. Окей? Едем дальше. Если мы посмотрим на весь рынок услуг, то мы можем увидеть, что весь рынок услуг это такая вот большая сфера, в которой мы вот взяли вот те домены, которые мы там обсудили, перечислили, потому что вообще доменов очень много. То есть это не только 5-10, которые я перечислил, их до хрена, их больше 100 тысяч, потому что некоторые из них как-то переплетаются, появляются новые, там, например, блогеры, ютуберы, вот какая-то там работа с видео, картинками, это совсем другая история. Какие-нибудь игры с чатиками на WebRTC, это третья история. Очень много всяких разных доменов. И если взять вот так вот, выгрузить все домены, прикинуть, а что вообще такое веб-технологии, да, то есть, например, если мы говорим про бэкэнд, который для веба,
то это тоже своего рода услуга, да, то есть датчики, которые в тракторе, это не веб, но это тоже часть бэкэнда. Например, блокчейн это как бы не веб, это как бы блокчейн со стороны, но это часть веба и так далее. Вот. Что такое веб-технологии? И если мы посмотрим, а что же у нас там есть в веб-технологиях, мы можем увидеть, что в целом есть некоторые языки, которые прошивают насквозь какую-то доменную область. Ну, например, как Node.js, Rust, Go, Erlang, Haskell. Как бы вроде бы вы никогда не использовали нигде Erlang, но вы использовали, например, RabbitMQ, который построен на Erlang. Вы никогда ничего не делали на Haskell, но если вы делали сложные формулы вычисления, то, скорее всего, там была какая-то тула, написанная на Haskell. То же самое с Rust, то же самое с Go. Эти технологии так или иначе пронизывают через индустрию, они такие вот, как горизонтальное какое-то масштабирование. И вот так вы можете выбирать, типа, у этих ребят рынок шире, чем у вот этих ребят, которые тут более специализированы, типа MATLAB и плюсов, да, они более узкие. То есть как мы можем это показать? Ну, например, если мы возьмем все области вообще и подумаем, а что же там используется, а что же там на самом деле используется, как они вообще пользуются своими программами. Да, есть Legacy, которого много, но современный веб и веб-технологии, они пронизывают все абсолютно области, все. То есть самый жирный игрок на рынке на самом деле веб. Веб-технологии самые жирные. Например, HTML, CSS, JavaScript необходимы для всего. Для десктопных приложений, для ваших компьютерных игр типа Dota, Контры, Fortnite. То есть, так или иначе, это какой-то общий клей инструментов, который все склеивает. Вот здесь как раз я бы мог порекламировать Node.js, но не буду. Я бы даже еще дал один фильтр, по которому вы можете решить, хотите вы идти в какой-то конкретный язык или нет. Вы можете погуглить, а как выглядят разработчики на этом языке. Например, у меня есть брат, там троюродный, четвероюродный, который на Java разрабатывает. Вот неожиданно он как-то вот так выглядит. Видите вот эти рубашки, вот эти пиджаки, вот эти галстуки? Они где-то их покупают. Вот, они как-то их носят и выглядят как-то вот так. То есть почему? Потому что Java это старая технология, туда приехали программисты с очень давних времен, то есть с годов так, 1900 каких-то, 990 какого-то года, там 2000-е, когда еще толком не было современного интернета. И они там все придумывали. То, что мы пользуемся в других языках, это что-то другое. Например, если мы возьмем блокчейн, то мы можем опять найти что-то общее. Например, клетчатые рубашки, какие-то стильные ребята, какие-то аккуратные прически. Если мы немножко погуглим конференции, мы можем увидеть, что в среднем у них есть какая-то мода на клетчатые рубашки. Вот. Мы можем как-то так фильтровать тоже, потому что если мы погрузимся в какую-то технологию, мы станем на кого-то похожими. Например, на ML-разработчиков, которые ходят в худи, которые вот начинают выглядеть более модно, потому что область более модная, молодежная, и там не так много стариков, вот, а молодежь приносит свои стили. Да, но если мы не берем в расчет Марка Цукерберга и вот эту вот всю историю с очками, да, потому что мало ли чего мы можем получить. Что нужно от бэкэнд-разработчика? Да, мы в целом можем, используя мои два предыдущих блока, определить, кем мы хотим быть на бэкэнде, чем мы хотим заниматься, на какой технологии и насколько большой рынок у этой технологии есть, чтобы мы могли не переживать, а будет ли у нас работа в будущем. Потому что если мы возьмем маленькую узкую область, я, например, так отношусь к ML-разработке. Мы взяли узкую область, сегодня она популярна, а завтра работы нет. Потому что на рынке стало много ML-разработчиков, а все остальные просто берут готовое в open source, разворачивают на серверах и делают красивый UI-чик. Но красивый UI-чик разворачивают на серверах кто? Ребята, которые просто занимаются инфраструктурой, либо девопсы, либо фронтендеры. То есть ты как ML-разработчик нахрен не нужен в ML-разработке. Поэтому я бы сфокусировался на том, а что нужно от бэкэнд-разработчика со всеми нашими знаниями, чтобы еще лучше определить, что учить. Если от меня это нужно, так давайте я только это выучу и буду полезным и зарабатывать бабки. Я так рассуждаю. У меня уже было
видео про full-stack разработку, которое вы можете посмотреть. У меня также было видео про то, как стать с нуля фронтенд разработчиком. Поэтому тоже посмотрите, там тоже много интересных мыслей. Поэтому, опираясь на это видео, не пересказывая, едем дальше. Вам нужно ответить, чтобы стать хорошим бэкэнд разработчиком, на несколько вопросов. Скажем, их 5. Их больше немножко, чем во фронтенде, потому что и бэкэнд процесс, он более длиннее. Потому что у нас бэкэнд не заканчивается на том, что мы накидали какой-то сервер, и все. Сервер сам себя в облако не задеплоит, он не станет стрессоустойчивым от того, что мы его просто написали. Баги не будут сами себя решать, консоли логи не будут сами себя ротировать. Да? То есть для бэкэнда процесс длиннее, чем на фронтенде. Ну и задачи сами по себе интереснее. Вам нужно определить, где вы будете брать данные. Например, это могут быть какие-то сервисы, это какие-то юзеры, это какие-то партнеры. Надо где-то взять данные. Это начало процесса. Дальше нужно определить, какие у нас будут данные. Да, мы их взяли. Как мы, что это? Да, это данные от пользователя, но что это? Это CSV-файлы, это документы, это PDF-файлы. В чем пользователь нам отдает данные? А он может отдавать в чем угодно. Мы не должны его ограничивать и думать, что нам придет JSON-чик в нашу API-шечку. Ну, ребята, камон, современный мир. Надо быть более гибкими. Дальше, когда мы уже разобрались, как пользователь передаст нам данные, какие это будут данные, что с ними делать. Надо решить, где мы их будем хранить. То есть мы все равно берем данные, извлекаем из них то, что нам важно, выкидываем все остальное, и куда-то надо это положить, полезное, то, что мы добыли. И после этого нам нужно подумать, хорошо, у нас есть такие-то, такие-то данные, такие-то базы, как мы будем обрабатывать эти данные? Мы это будем делать микросервисами. Может, у нас вручную будут какие-то админы сидеть, там, обрабатывать наши данные. А может, это будут какие-то партнеры. Мы взяли наши данные, кинули какому-то партнеру, там что-то поработало, и вернулось уже что-то готовое. Почему так? Потому что в среднем, что такое бэкэнд? Бэкэнд — это какая-то услуга по обработке данных, так или иначе. То есть просто сервис каких-то услуг. То есть неважно, у вас мобильное приложение, которое генерит аватарки, или у вас приложение, которое делает инвойсы. В любом случае вы отгружаете данные, на сервере что-то происходит, получаете новые данные, вот и все. И за этот процесс вы платите деньги. После того, как мы с данными поработали и переобработали, нам надо понять, а кому мы их вернем, в каком виде. Потому что, когда мы их получили, обработали, нам нужно их еще вернуть, чтобы наши пользователи могли с этим поработать. И кто наши пользователи уже чистых данных? Это API-шка, это мобилка, может это закрытая какая-то сеть, может это IoT, какие-то датчики, может это вообще блокчейн. Да? И каким образом вы туда это все отдадите, как вы это вернете? Например, через какой протокол? То есть, например, UDP, WebSocket, RPC, может GraphQL. То есть мы можем в какой-то удобной форме для дальнейшей работы вернуть. То есть мы сами определяем форму, в которой мы вернем данные. Потому что наш сервер, что хотим, то и делаем. И дальше у нас появляется еще несколько дополнительных вопросов. Сколько пользователей мы хотим обслуживать? Да? Окей, мы можем взять данные, вот это все сделать и вернуть. Но вопрос, сколько у нас будет таких клиентов? 1 — вообще не паримся. 10 тысяч — не паримся. 1 миллион — это уже другая задача. 1 миллион пользователей — это проблема. Вот. Поэтому нам нужно определить, сколько пользователей мы будем обслуживать. От этого мы можем понять, какое решение нам нужно. И дальше мы же не знаем, а вдруг пользователей станет больше. Это же сервер, он висит в облачке, делает свои задачи, не у нас на компьютере. Доступ к компьютеру ограничен, а к серверу он может быть не ограничен. Так вот, нам надо понять, где мы наших пользователей будем ограничивать и каким образом. Потому что если мы даем какой-то сервис без ограничений, то есть большая вероятность, что им начнут злоупотреблять. Ну, например, вы позволяете без ограничений заливать файлики, а я пришел и просто свою библиотеку файлов вам залил, и теперь пользуюсь. Такой: о, класс, бесплатное хранилище, Павел Дуров, молодец, теперь я в Телеграме храню все свои библиотеки и фотографии. Вот, поэтому мы начинаем считать наши ресурсы. Железо, кэши, очереди. Это все нужно, чтобы понять, где мы и как мы будем работать с ограничениями. И в конце, этот процесс уже достаточно длинный, это уже длинное обсуждение, поэтому нам нужно понять, а каким образом мы за всем этим будем следить. Потому что за фронтендом мы не следим, мы пользователю кинули, и все, у него там что-то на компьютере крутится. А сервера крутятся где-то в облаке, и нам нужно понять, с ними все хорошо,
хорошо сегодня, может было плохо вчера, может ночью там что-то плохо. Потому что если мы за этим не следим, есть большая вероятность, что что-то пойдет не так. Поэтому нам нужно понять, каким образом мы будем за всем это следить. И в конце нужно решить вопросы с безопасностью. Хорошо, мы за всем этим следим, но если какой-то юзер будет злоупотреблять или наоборот делать какие-то гадости нам, как мы об этом узнаем и что мы с ним сделаем? Вот. Ну и в конце нам, возможно, потребуется такой веселый парень, DevOps, который займется доставкой. Потому что доставка вот этой всей машины, которую мы собрали куда-то в облачко, это тоже отдельная задача, с которой нужно разобраться. И вот, если у тебя уже все есть, или ты нашел вообще полностью все готовое, поздравляю, теперь ты молодец, время пожинать плоды и ловить салютики. То есть, если видите, то все этапы с бэкэндом можно разбить на несколько больших итераций. Работа с данными, работа с интеграциями, работа с протоколами, какая-то масштабируемость и доставка. Вот. Вы разобрались в 5 вот этих задачах, даже если выбрали только что-то одно, например, такой-то язык, такая-то технология, такой-то сервис, такой-то домен. Вы выбрали просто из списка, из всех возможностей какой-то ограниченный список, научились делать вот эти 5 процессов, и у вас это получается быстро и хорошо, вы уже будете хорошо зарабатывать деньги. И не надо распыляться на все вот остальное. Выберите только то, за что вам будут платить, и станьте в этом молодцом. И вот эти 5 шагов реально сделать, я думаю, за 3 месяца. Вот за 3 месяца даже с абсолютного нуля вы можете в это все пройти, прокачаться и пойти зарабатывать деньги уже через 3 месяца. Так что вот эти разговоры, что нужно 100 лет учиться, заканчивать универ, я считаю, это большой-большой обман. У серверов тоже есть мода, такая же модная, как и у фронтенда. У всего есть мода. Да? То есть одни технологии приходят и уходят, какие-то разработчики умирают. Мы как раз примерно сейчас находимся в ситуации, что уже большинство разработчиков раннего интернета начинают умирать. Об этом нужно понимать. И люди, которые приходят, не хотят писать на Коболе или на Фортране, или на каких-то старых языках, где надо писать горы кода, чтобы решить какую-то простенькую фигню. Отсюда и мода. Мы хотим уже получать сразу большие пиджаки, большие костюмы и решать большие задачи. Вот за пару кликов попиваю еще кофе, и у нас, чтобы еще оставалось время, сходить в качалку, погулять с друзьями, съездить, потусить и потратить деньги, которые мы зарабатываем. Вот. Короче, что сейчас ожидают от айтишника? То есть от наших IT-программ ожидают более быстрой реакции на изменения в окружающем мире. А что у нас происходит? У нас постоянно что-то меняется. То есть сегодня популярно, например, делать блокчейн-проекты, а завтра популярно делать ML-проекты. Послезавтра стало популярно после ML делать контент-проекты и так далее, и так далее. То есть у нас достаточно должна быть быстрая реакция, быстрая доставка фичей. И скорость разработки имеет значение. Но кроме скорости имеет и цена, и доступность разработчиков. Да, если разработчики умирают, это проблема. Оставшимся разработчикам хорошо, потому что зарплаты могут подрасти. Но в целом для меня, как владельца какого-то продукта, это проблема. Значит, если разработчиков совсем мало на рынке и у меня проблемы с наймом, я буду передвигаться на более популярную технологию. И как я говорил, есть веб-технологии, которые занимают весь рынок. У этих ребят всегда будет работа. Все остальные технологии потихоньку будут переезжать на вот этот более широкий рынок, где больше специалистов. Вот. Да, со временем будет выше конкуренция, но и возможности, и спрос будет выше. Поэтому я считаю, что в бэкэнд-разработке, особенно там тот же Node.js, Python, Go, Rust, там вот это вот Haskell, Erlang, Ruby, тут бесконечный спрос на программистов в ближайшие обозримые лет 10-20. Поэтому вы можете не боясь стартовать бэкэнд-разработку сегодня и идти по карьере, развиваться, но опять же опираясь на то, что нам нужно выучить всего лишь 5 больших степов, а не все-все-все на земле. Также у нас потихонечку снижается качество разработчиков. Вы, может, не замечаете, как ребята без опыта, но опытные ребята должны заметить, особенно те, которые проводят собесы, что люди, которые приходят на собесы, знают сильно меньше, чем люди, которые приходили на собесы 3, 5, 10 лет назад. Почему? Потому что скорость имеет значение. То есть человеку не так важно знать, как работает тот или иной сервис изнутри, как возможность его применить на практике и зарабатывать деньги. То есть все движет деньгами, надо это принять.
и понять. Поэтому мы идем к более узкоспециализированным специалистам, то есть не вот этим широким, когда я решаю все проблемы веба на Земле. Такие специалисты, может, и нужны, но в очень ограниченном количестве. Вот. Потому что мы идем к разделению труда. То есть одни ребята, например, разрабатывают штаны, другие ребята разрабатывают куртки. В целом мы можем разработать какой-то костюм. Вот и все. Если вы все еще думаете, что вы вот так широко замахнетесь и сможете разработать весь бэкэнд вообще и такой, и сякой, то я вас разочарую. 100 миллионов доменных областей, огромное количество языков и, само собой, подходов. И вы явно сломаетесь, если попробуете это сделать. Поэтому нам нужно ускоряться в обучении. Чем быстрее, тем лучше. Таким образом, если вы будете учиться, например, пару месяцев и сразу начинать зарабатывать деньги, то даже если в рынке потребуется какая-то новая технология типа ML-разработки, вы потратите еще пару месяцев, переквалифицируетесь, поедете. Вы не будете терять свои деньги и будете давать рынку пользу. На вас будет постоянный спрос. У вас всегда будет работа, вы всегда будете счастливы и довольны тем, что ничего не меняется в вашей жизни в худшую сторону. Потому что есть у кровавого энтерпрайза одна темная сторона. Как я и говорил, разработчики умирают. Разработчики умирают, и старые технологии умирают вместе с ними. Да, этот процесс занимает десятки лет, да. Но потихоньку этот процесс будет продолжаться. Это значит, что более хипстерские языки, которые сейчас достаточно хипстерские, но не супер хипстерские, где вообще нет разработчиков, а следовательно и работа только в 2-3 компаниях, более широкие технологии займут их место со временем. Системы. Старые системы так или иначе умирают. Так как умирают и технологии, вместе с ними умирают старые системы, их вытесняют более агрессивные конкуренты, которые делают просто быстрее и проще решение старых задач. Вот. Пример не буду говорить. Давайте еще немножко визуализируем, чтобы вы поняли ответ на вопрос, какой язык выбирать. Ну, то есть мы начали с языков, давайте закончим на языках. Какой язык выбирать? То есть во времена динозавров у нас не было большого выбора. Мы выбирали какой-нибудь, например, COBOL и ехали. 25 лет назад у нас тоже выбор был достаточно ограничен, и наши старики выбирали между Java и PHP и плюсами, и плюсоподобными языками типа .NET. Потихонечку, когда крупный бизнес поехал в интернет, а он не сразу-то поехал, потому что интернет многие воспринимали как шутку, поэтому не так давно они туда заехали, скажем, агрессивно все приехали 15 лет назад в интернет, крупный бизнес, и они завезли за собой и Python, и .NET, и в этот момент просто все подсуетились, например, в Microsoft, и затолкали туда новую технологию. И ее, конечно же, активно взял крупный бизнес себе, как что-то проверенное и надежное. Но в новом интернете, который появился еще позже, там 5-10 лет назад, потребовались другие решения, потому что проблемы в интернете нельзя решить старыми добрыми технологиями. Можно, но это будет дорого и потребует огромное количество разработчиков. Вот, поэтому приехал Ruby on Rails, приехал Node и приехал Go, которые спокойненько позволили новому молодому бизнесу неплохо так конкурировать с крупным бизнесом и становиться тоже крупными. Вот. И мы где-то здесь, когда у нас уже есть хипстеры, которые подвозят какие-то инструменты, языки для новых проблем, новых задач на рынке. Например, на текущий момент все ринулись быстренько зарабатывать на ML-разработке и тащить туда все. Начиная от Rust, заканчивая там R-подобными языками, Haskell и прочим, чтобы решать какие-то узкоспециализированные, требующиеся здесь сейчас проблемы. Но эти проблемы не факт, что будут позже. Вы видите, как оно все сменялось. Одно сменялось другим. То есть у тех технологий, которые сейчас приехали, есть как минимум 10-15 лет, когда они на рынке будут спокойно занимать свою нишу, развиваться во все стороны. Особенно все, что касается веб-технологий. Потому что рынок, на самом деле, он огромный. На сегодняшний день вы не можете делать систему вне интернета. Вы не можете делать бизнес, который никак не был бы связан с интернетом. Да, вы можете его сделать, но вы просто будете терять конкуренцию с вашими конкурентами, которые хоть как-то начнут что-то как-то интегрировать в интернет, работать с цифровыми системами. Поэтому веб-технологии будут проникать во все остальные ниши разработки, так или иначе. И этот рынок будет расширяться. Он будет расширяться, будет добавляться больше разработчиков, будет добавляться больше инструментов, будут появляться новые языки, которые вы можете изучить, но опять же, вы выбираете кейс.
Вы учите все для решения какой-то кейсовой задачи в каком-то домене. Если вы меня услышали, вы будете успешным бэкэнд-разработчиком следующие 5-10 лет и будете зарабатывать хорошо. И самое главное, что у вас будет конкурентное преимущество со всеми остальными широкими ребятами, которые потратили 10-15 лет, он что-то там бесконечно учил, но он остался джуном. Вот. Сфокусируйтесь, сустись, и у вас все получится.